Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии, в Саксонии, в Бундесвер начал тренировки по сбросу листовок для населения с воздуха. Формально это представляет как элемент гражданской защиты, но фактически речь идет о подготовке к ситуациям, когда цифровые каналы могут работать нестабильно. Военные отрабатывают маршруты и зоны сброса листовок. И еще крупнейшие автоконцерны Германии сообщили о падении продаж на ключевых рынках, особенно в Китае и Северной Америке. Немецкие бренды теряют позиции, конкуренция с более дешевыми технологическими моделями, а это ставит под удар рабочие места и будущее автопрома во всей Европе. И напоследок новость о повседневной жизни. В Германии все чаще говорят о том, что хлеб стал черстветь уже через сутки. Пекарни меняют рецептуру, ускоряют производство и используют больше добавок, чтобы снизить свои издержки. В итоге привычный продукт теряет вкус и свежесть. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Саксонии Бундесвер тренируется сбрасывать листовки с воздуха для населения. Формально это гражданская защита, по факту признания того, что в кризис Германия не рассчитывает на мобильную связь, интернет и приложения. Делает ставки на самый простой и надежный способ передачи информации, то есть листовку с инструкциями. Военные отрабатывают маршруты, зоны сброса, даже читаемость текста, когда листовка лежит на земле. Детали содержания не раскрываются, и это ключевой момент. Если речь шла бы о паводках или пожарах, тексты давно были бы публичны, а закрытости указывают на подготовку к широкому спектру сценариев, связанных с перебоями в инфраструктуре и ограниченной доступностью связи. Фридрих Мерц уже несколько месяцев говорит о том, что Германии важно учитывать возможные риски и заранее готовиться к нестандартным ситуациям. Учения в Саксонии подтверждают эту линию действиями, а не словами. Государство готовится к ситуации, где времени на объяснение нет, а доверие к цифровым системам нулевое. Урсула фон дер Ляйен параллельно говорит о европейской устойчивости и готовности к кризисам. В Брюсселе это звучит как стратегия, но, судя по всему, мы с вами видим это в виде листа бумаги, падающего с неба. И это привлекает внимание, потому что разница между заявлениями и практическими мерами выглядит заметной. Жители Германии спрашивают, если армия учится сегодня объяснять нам, что делать, значит ли это, что обычные каналы уже заранее списаны? Следующая новость одна из самых важных для Германии. В отчете крупнейших немецких автоконцернов снова отражается непростая динамика продаж. Mercedes-Benz продал около 1,8 миллиона автомобилей, и это на 9% меньше, чем год назад. А Volkswagen поставил около 9 миллионов машин, и это на 0,5% меньше. Вроде бы цифры не огромные, но если посмотреть, где именно теряются рынки, становится здесь понятно, почему в Германии снова заговорили о кризисе в автопроме. Давайте по порядку. Самый сильный удар для Mercedes пришелся на Китай. Продажи там упали почти на 19%. Это рынок, который долгое время был главным источником роста. В одном из дилерских центров в Шанхае менеджер сказал, цитата, «Раньше люди приходили за немецкой мечтой. Сейчас они приходят за функционалом и ценой. Китайские электромобили стали дешевле, быстрее обновляются и, по сути, уже не воспринимаются как второй сорт. Там перестали платить за бренд так, как платили раньше. В Соединенных Штатах Америки тоже проблемы. Пошлины делают немецкие машины дороже, и поставки Mercedes дилерам упали примерно на 12%. Американские дилеры говорят прямо, цитата, «Мы не можем продавать то, что стоит больше, чем покупатель готов отдать». Складские площади заполняются, это все означает одно – компания начинает тормозить производство и пересматривать планы. У Volkswagen другой масштаб, но похожая динамика. Европа дает небольшой рост, но Китай и Северная Америка тянут вниз. В Северной Америке поставки упали примерно на 10%, и здесь появляется основное противоречие. Европа ускоряет переход на электромобили и ужесточает экологические требования, тогда как внешние рынки демонстрируют более сдержанную реакцию. Фридрих Мерц уже давно говорит, что Германия должна защищать свою промышленность и не позволять внешним факторам ломать ключевые отрасли. Он не раз подчеркивал, что экономика не может жить только на красивых словах о зеленой Европе, если при этом теряются рабочие места и падают продажи. Урсула фон дер Ляйен и Европейская комиссия смотрят совершенно иначе. Они настаивают на ускорении перехода на электромобили и ужесточении стандартов. Внутри отрасли уже слышны разговоры, что немецким компаниям нужно быстрее менять модель производства и быстрее снижать себестоимость. Иначе конкуренты из Китая и Соединенных Штатов Америки будут усиливать свои позиции на рынках.
И вот тут начинается самое интересное. В Германии автопром всегда считался опорой экономики, но сейчас он попал в такую ситуацию, где внешние рынки задают условия, а внутренние правила, особенно в Брюсселе, повышают расходы немецкого автопрома. И важный пример. Раньше немецкий премиум, скажем так, продавался сам. Сейчас покупатель все чаще выбирает машину по цене и функциям, а не по имени на решетке радиатора. В Китае и Соединенных Штатах Америки конкуренты работают быстрее, их модели дешевле, и они уже научились делать электромобили массово. Если говорить о последствиях, то они касаются не только самих компаний. В цепочке поставок это тысячи заводов и поставщиков, тысячи рабочих мест. Когда продажи снижаются, компании постепенно пересматривают расходы, и такие процессы регулярно отражаются в новостях. Сначала замедляются инвестиции, потом сокращается смена, а потом и увольняют. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Хочу обратить ваше внимание на то, что касается каждого. Это хлеб. И не просто о хлебе, а о том, почему он в Германии стал черстветь за сутки, хотя раньше можно было купить буханку и есть ее 2 дня подряд. Сейчас многие покупатели замечают одно и то же. Когда хлеб из пекарни быстро теряет свежесть, корка становится жесткой, мякиш сухой. В первую очередь изменилась рецептура. Пекарни все чаще используют смеси и улучшители, чтобы тесто было более управляемым. Мы с вами, как отличные кондитеры, знаем, что раньше хлеб делали из муки, воды, дрожжей и соли, но сейчас в него добавляют больше эмулькаторов, стабилизаторов и улучшителей. Они делают хлеб одинаковым, быстро поднимается тесто и позволяют печь больше за меньшее время. Но при этом хлеб начинает быстрее черстветь. Он становится таким пластиковым по структуре, то есть внутри он вроде бы мягкий, но уже через сутки превращается в сухую буханку. Вторая причина – это цены на сырье и стремление снизить расходы. Мука, энергия, аренда, зарплаты. Будем смотреть правде в глаза, все растет. Пекарни сокращают время ферментации теста, потому что для них долгое брожение – это больше затрат и больше риска. Если тесто, например, стоит ночь, это требует места, времени, контроля. Таким образом, сегодня хлеб печется быстрее, но и живет, конечно же, меньше. Третий фактор – это конкуренция с крупными сетями. Супермаркеты и дискаунтеры давно научились печь хлеб массово, и они могут позволить себе дешевые технологии. Маленьким пекарням приходится идти в тот же формат, чтобы не вылететь из рынка. Люди приходят в пекарню и видят, как раньше, только в названии, а по факту получают продукт, который ближе к промышленному. И тут начинается конфликт между качеством и бизнесом. Фридрих Мерц часто говорит о том, что Германия должна поддерживать свою промышленность и традиционное производство, но в реальности традиционные пекарни сегодня оказываются в условиях, когда им нужно либо адаптироваться к рынку, либо существенно менять формат работы. Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе продвигает зеленую, как я говорил, повестку и ужесточение стандартов. И это, кстати, тоже влияет на производителей. Больше требований к упаковке, к энергопотреблению, к выбросам. Все это повышает затраты, и для части пекарен такие условия становятся слишком сложными. Мы за последние полгода с вами видели это неоднократно. Есть и примеры из жизни. В Берлине одна маленькая пекарня, которая держалась десятилетиями, решила вернуть старую технологию. Долгую ферментацию, меньше улучшителей, больше времени. Вроде бы молодцы, но из-за высокой стоимости аренды и зарплаты они вынуждены продавать хлеб дороже. Действительно, покупатели говорят, что хлеб вкусный, но обратно же, многие из них выбирают тот, который дешевле. Пекарни еще выживают, но в узком сегменте, и это показывает, что как раньше можно печь только там, где люди готовы платить. С другой стороны, есть пекарни, которые делают ставку на быстро и дешево, и их хлеб лежит на полках, например, в супермаркетах. Он выглядит внешне красивым, но через сутки уже становится сухим. И в этом проявляется особенность современной экономики. Удобство и скорость все чаще становятся важнее вкуса и качества. И вот еще один момент. Хлеб – это не просто еда, это часть культуры. В Германии хлеб всегда был символом качества и традиций. Если сегодня хлеб начинает черстветь за сутки, это показатель того, как меняется сама наша жизнь. Меньше времени на приготовление, меньше терпения у производителей, меньше доверия у нас с вами покупателей. Таким образом, мы получаем ситуацию, когда хлеб остается продуктом массового потребления, но он уже не тот, что был раньше. Все, спасибо за просмотр.